Добрый день, уважаемые подписчики канала Самарканд Ми. Сегодня для вас я буду готовить плов. Для этого нам необходимы следующие ингредиенты: рис, лук, морковь, горох, нут, специи и килограмм свежайшего мяса. Пропорции следующие: на 1 килограмм риса мы берем 1 килограмм мяса, 3 средние луковицы, 1 килограмм моркови, 200 грамм нута и специи. По специям поговорим с вами отдельно. На такой объем необходимо 2 столовые ложки соли, 1 чайная ложка черного молотого перца, смесь специй, которые можно купить на рынке, и зира 1 столовая ложка. Для того, чтобы наш плов был сочный, необходима хорошая сочная морковка. Те, кто не знает, как шинковать морковку, я сейчас продемонстрирую. Такой вот соломкой нарезаем морковку. Лук нарезаем полукольцами. Полукольцами. Вернемся к мясу. Я покупаю телятину, так как в России с бараниной небольшой напряг. То есть несколько раз я покупал баранину, которая отдавала специфическим запахом. Но вообще проблема в России в следующем, что мясники очень некачественно обрабатывают мясо. Я покупаю нежирную телятину, потому что моя семья не очень любит жирный плов. Вместо курдюка я покупаю грудинку, небольшой кусочек грудинки, который придаст нам определенную пикантность. Мясо нужно разрезать на средние куски, то есть не на маленькие, а на средние куски. Вот такие вот кусочки. Многие любители плова очень любят спорить относительно того, какое должно быть мясо, какой должен быть рис, какой должен быть казан. Многие блогеры подают друг на друга в суд, потому что считают, что их плов самый правильный, авторский, уникальный. Я вам расскажу один анекдот, который мне очень нравится. Приходят 2 еврея к раввину, и один говорит: «Раввин, рассуди наш спор». Раввин усадил их напротив друг друга, выслушал сначала одного и говорит ему: «Ты прав». Потом выслушал другого и ему говорит: «И ты тоже прав». Выходит ученик раввина из комнаты и говорит: «Как же так? Не может быть в споре правых. Кто-то прав, а кто-то виноват». Раввин поворачивается и говорит: «Мойша, и ты тоже прав». Так мы переместились с нашей импровизированной студии на кухню. В данный момент мы разогреваем масло в казане. 200 мл растительного масла. Желательно, чтобы не было посторонних запахов. Параллельно ставим кастрюльку с горячей водой около 2 литров. Для чего, я вам позже объясню. Масло у нас разогрелось, закладываем мясо. Перемешиваем мясо.
до тех пор, пока не появилась золотистая корочка. Когда мясо покрылось золотистой корочкой, можно добавить 1 столовую ложку соли, немного специй и щепотку зиры. Все это тщательно перемешаем. Добавим щепотку морковки. Хорошенечко все перемешаем. И добавим лук. Все нужно тщательно перемешать. Не ленитесь, перемешивайте очень хорошо, для того, чтобы лук растаял равномерно. Смотрите, какая красота. В принципе, еще 5 минут, и это готовое блюдо. Можно доставать и есть горячими перцами. Когда лук уже начинает таять, впитывая и отдавая соки мясу, следующим этапом мы должны положить морковку. Аккуратненько нужно разровнять. В серединку поставить чеснок. Следующим этапом положить нут. И специи. Мясо, морковь, нут, специи. Все это называется зирвак. Зирвак — это основа плова. Добавляем немножко зиры. И черный молотый перец. Теперь берем половник и подливаем воду. Обращаю ваше внимание, что не нужно заливать очень много воды. Воду нужно немного подлить для того, чтобы создавался паровой эффект. То есть вода будет нагреваться и пропарит морковь и горох. 3-4 половников достаточно. Теперь все это мы закрываем крышкой и делаем самый тихий огонь. Ждем 2 часа. Открываем крышку, прошло 2 часа. Ауф, как говорит мой дагестанский друг Рустам. Теперь нам необходимо положить рис. Рис мы предварительно промыли. Данный рис не требует дополнительного вымачивания, поэтому несколько раз можно промыть проточной водой. Смотрите, какой рис рассыпчатый. Все аккуратненько разравниваем.
Самаркандский плов отличается тем, что он готовится слоями. Сначала мясо с луком, потом морковка со специями. И самый верхний слой — это у нас рис. В процессе приготовления не нужно ничего перемешивать. В ту воду, которую мы вскипятили, добавляем оставшуюся соль и перемешиваем. Вода должна быть очень-очень соленой. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы рис равномерно впитывал соль. Если вы будете солить хаотично, то где-то будет очень недосолено, где-то пересолено. Это будет невкусно. Аккуратненько подливаем воду. Снизу поднимается морковный сок, который равномерно окрасит наш рис в оранжевый цвет. Ни в коем случае не рекомендую добавлять приправы типа карри, приправа кнор или бульонный кубик, как многие любят. Увеличиваем огонь на максимальный и ждем, пока вода не закипит. Как только вода закипит, нужно будет несколько раз перекинуть плов, но только очень аккуратно, для того, чтобы не задеть нижний слой. То есть рис нужно перекинуть несколько раз. Как это делается? Там, где кипит интенсивнее, туда мы аккуратненько перекидываем рис. Вода потихонечку впитывается в рис. Нужно несколько раз еще. Очень аккуратно, чтобы не задеть нижний слой. Когда вода испарилась, рис впитал в себя всю воду, нужно с краев к центру собрать рис горочкой. Как вы видите, еще вода есть в самом низу. Немного неудобно, потому что рядом стоит оператор с камерой. Поэтому приходится выворачиваться. Для того, чтобы вода быстрее уходила, нужно проделать сквозные отверстия. И поддать немного жару. Открываем крышку, и что мы видим? Вода вся выкипела. Еще раз разравниваем плов, собираем горкой со всех краев. Обязательно пробуйте рис
Потому что кому-то нравится аль денте, кому-то нравится переваренный, кому-то нравится недоваренный. Поэтому проверяйте. Делаем вот такой аккуратный шар. Смотрите, оператор, обратите внимание, что воды больше нет. Это очень важно, потому что многие начинающие повара, которые начинают готовить первый раз плов, у них одна беда. Они немного переливают воду и не выдерживают то время для того, чтобы вода вся испарилась. Вода должна уйти вся. Теперь плову нужно отдохнуть. Для этого мы берем блюдо. Вот такое красивое самаркандское блюдо. И закрываем наш плов. Сверху крышкой. Убираем, выключаем плиту. И ждем 20 минут. Ну, дорогие друзья, наш плов готов. Последний штрих украшаем луком. Приятного аппетита. Мир вам и вашим близким.